Основным цветом вяжем тело зайчика. Так, набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Со второй петли от крючка провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В последнюю петельку провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Затянули. За оставшиеся полупетли вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в последнюю петельку, полупетельку, вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Прибавка. Первый ряд готов. В ряду у нас 22 столбика получается. Вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибавка. И в этом ряду будем вязывать ушки. Подготовили ушки, провязали прибавку, вяжем 1 столбик. Теперь ввязываем ушко. Деталь к нам повернута лицом. Ушко берем. Ушко есть лицевая сторона, есть изнаночная. Так вот, лицевой стороной к лицевой стороне ушко приложили и ввязываем по торцу 3 столбика по уху и телу вместе. Неважно, куда вы здесь будете, но как бы более-менее распределяем 3 столбика по ушку. Вот 1 столбик будет у нас. Ввели в ухо крючок. Теперь вводим в деталь тела и провязываем вместе. 1 столбик. Теперь второй. Так же самое. Ухо проткнули, тело. За оба полотна 2 столбика и третий. Вот так вязали мы ушко. Ничего сложного нет. Так, далее только по телу вяжем 2 столбика.
1, 2. Снова берем второе ухо, лицевой стороной прикладываем к лицевой стороне тела, вставляем крючок в ухо, в тело и провязываем за оба полотна. 1 столбик, 2 и 3. Провязали. Вот так у нас получается. Вяжем дальше. Провязываем 1 столбик и прибавка. 2 столбика в одну петлю, прибавка. Посмотрим на детальку. Вот такая деталька у нас должна получиться. Лицевая сторона ушек, и здесь у нас лицо. Здесь изнанка. Продолжаем вязать. Вяжем 3-й ряд. В 3-м ряду провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Прибавка. 2 столбика в одну петлю. И снова 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Прибавка в последнюю петлю. Так, 3-й ряд готов. В 3-м ряду у нас получается 26 столбиков. Вяжем 4-й ряд. 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Прибавка. Снова 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и прибавка в последний столбик. Так, 4-й ряд готов. 5-й ряд. В 5-м ряду провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
прибавка, и снова 13 столбиков, 13 столбиков и прибавка в последнюю петельку. Так, 5-й ряд готов. 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 13 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Прибавка. Четырнадцать столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Прибавка. И 1 столбик. Так, вот такая деталька у нас вырисовывается. 7-й ряд готов. Ой, 6-й ряд готов. Дальше вяжем 7-й. В 7-м ряду провязываем 14 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, так, 14. Прибавка. Пятнадцать столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Прибавка. И 1 столбик в конце ряда. Так, в ряду у нас получается 34 столбика. Вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Прибавка. Шестнадцать столбиков. 2, 3, 16. Прибавка. И 2 столбика. 1, 2. Так, 8-й ряд готов. Как вы заметили, у нас прибавки идут вот, да, по бокам детальки. Если у вас прибавки идут где-то посерединке, да, значит вы что-то сделали не так, и лучше всего все распустить и начать сначала, потому что прибавки идут только по бокам. В центре еще где-то их нету. Так, в ряду у нас 36 столбиков. Дальше вяжем 9 и 10 ряд без изменений. 36 столбиков в ряду. Девятый и 10 ряд.
Провязали 10-й ряд. Подготовили ручки. Будем ввязывать их в 11-м ряду. Ставим маркер. Вяжем 32 столбика. 1, 2, 3, 4, 31, 32. Так, провязали 32 столбика. Берем руку и теперь вяжем по руке и по телу 4 столбика вместе. Так, берем руку, вводим крючок изнутри наружу, вот так, и теперь в тело провязываем столбик 1, повторяем рука, тело 2, снова повторяем рука, тело 3, рука, тело 4. Вот так вязали ручку. Это у нас конец ряда. Дальше 12-й ряд. Вяжем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Берем ручку и так же само с внутренней стороны наружу протыкаем руку, и тело, и за оба полотна провязываем столбик 1, повторяем рука, тело 2, рука, тело 3, рука, тело 4. Вязали вторую ручку. Дальше до конца ряда провязываем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше только по руке. Вот мы дошли до руки. И теперь только по руке провязываем 1 столбик. За оставшиеся полупетли у нас здесь 4 петельки. Ой, 3 петельки. Потому что у нас было в руке 7. 4 петли мы уже истратили. У нас осталось 3. Только по руке провязываем 1 столбик. 1. Прибавка 1, 2 и 1 столбик. Все, конец ряда.
Посмотрим, что у нас получилось. Это спинка, это лицо. Смотрим и видим, да? Руки у нас по бокам идут. Все ровненько, все хорошо. Продолжаем вязать. Так, это у нас был 12 ряд. Продолжаем вязать 13 ряд. Вяжем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дошли до руки. И теперь только по руке вяжем 1 столбик, только по петлям руки. Прибавка. Один столбик. И дальше до конца ряда вяжем 18 столбиков. 3, 4, 17, 18. Провязали 13 ряд. Маркер пока уберем, вытянем петельку побольше. Будем вставлять каркас в ручки. Для этого разложили деталь ровненько. Берем проволоку. Делаем петелечку. Вот так загибаем. Сделали петельку. Тут опять зажимаем. Так, чтобы узенько было все. Изолента. И немножко, много не надо наматывать. Просто так один раз обмотали. И все. А то в руку не влезет. Так, изолировали кончик. Приложили проволоку к рукам нашим, да? И приложили как сделали. Не надо прям впритык, да, примерять. Нет, так не нужно делать. Немножко хотя бы, например, 2 ряда от конца руки отступили, приложили руку и примерили примерно, где вам сделать петельку, загнуть. Так же самое со второй стороны. Откусили проволочку, загибаем. Зажимаем. Еще раз примеряем. Вот деталька. Вот проволока. У меня есть как бы и здесь запас. При сгибании руки будет натягиваться полотно, и проволока может просто прорвать его и вылезти наружу. Это нам не нужно. Изолируем второй конец проволоки. Сколько в сантиметрах это будет, у всех по-разному. У меня где-то примерно
12 сантиметров. Все, вот каркас готов. Перед тем, как его вставить в руку, беру палочку для суши и немножко растягиваю детальку, одну и вторую. Так проще будет вставить каркас. Вставляем одну ручку. Сильно до конца не надо прям ее впихивать. И вставляем каркас в вторую ручку. Распрямили. Все. Каркас стоит. Все хорошо. Ну, а мы продолжаем вязание. Убираем все ненужное. Дальше. С 14 по 18 ряд мы вяжем без изменений 36 столбиков в ряду. Это выходит, мы вяжем 5 рядов, 36 столбиков в ряду. Вяжем, встретимся в конце 18 ряда. Так, вот мы провязали 5 рядов по 36 столбиков. Теперь подготовили хвостик. Будем вязывать хвостик в 19 ряду. Ставим маркер. Провязываем 25 столбиков. 1, 2, 3, 4, 24, 25. 25 столбиков провязали. Теперь смотрим. Это у нас сторона спинки. Это перед, это спинка. И смотрим примерно по ушкам, так как у нас у всех плотность вязания разная, поэтому у всех могут быть скачки, да, в этом, где находится центр. У меня тоже каждый раз бывает по-разному. Поэтому примерно смотрим, где у нас ушки, между ушек. Вот эти 2 столбика должны быть здесь посерединке, и чтобы мы здесь ввязали хвостик. Вот мне кажется, мне нужно провязать, или не нужно, еще 1 столбик. Получается, я провязала 26 столбиков, не 25. У вас, может быть, даже будет 24 или 27. Все зависит, я как я говорю, от плотности вязания. Примерно по центру. Вот. У меня выходит 26 столбиков. Берем хвостик. И за эти 2 столбика, которые мы провязывали по хвостику, мы ввязываем. Вводим крючок в хвостик и в тело. Провязываем 1 столбик, хвостик, тело. 2 столбика. Провязали. Еще раз проверяем, чтобы примерно было по центру. Но я думаю, у меня по центру. Пусть немножко где-то будет сдвиг, ничего страшного. Еще набьется деталька, да, поэтому пальчики вставили, растянули, как будто деталь набита. И проверяем. Меня все устраивает. Так, вяжем дальше. До конца ряда 9 столбиков. И здесь этот маленький кончик нити от хвостика, я его прокладываю, ввязываю, чтобы его закрепить.
Вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И тут зависит от того, сколько вы провязали, да. Если 25, значит здесь будет 10. Ну, просто вяжите до конца ряда, не ошибетесь. Так, хвостик вязали. Дальше вяжем 20 ряд. Провязываем 17 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Провязали 17 столбиков и вяжем убавку за передние полупетли. 2 столбика провязываем вместе. Дальше вяжем 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И делаем убавку. Но так как у нас здесь 1 столбик в этом ряду остался, то мы делаем убавку с заходом на следующий ряд. Вот так. Убавка. Маркер убираем и ставим сюда. Теперь здесь будет начало ряда. Так, 21 ряд вяжем. Подготовили ножки. Пусть они рядом будут. Мы будем их ввязывать. Провязываем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь вяжем 2 убавки. 1 убавка. И 2 убавка. Берем ножку. Ну и здесь без разницы, где у ноги лицо, где изнанка. Не имеет значения никакого. Прикладываем ножку и провязываем по ножке и телу 4 столбика. Вот у меня нога, тело. И за оба полотна провязываем столбик. 1, нога, тело, 2, нога, тело, 3, нога, тело, 4.
Ввязали ножку. Вяжем дальше. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Берем вторую ногу. Так же само протыкаем ножку и протыкаем тело. И за оба полотна провязываем столбик. 1, ножка, тело, 2, ножка, тело, 3, ножка, тело, 4. Провязали. Вяжем дальше. Дальше у нас идет 2 убавки. 1 убавка. И 2 убавка снова с заходом на следующий ряд. Две убавки. Все. 21 ряд провязали. Посмотрим, что у нас получилось. Все ли ровно? Ну, мне кажется, все ровно. Хвостик, ножки. Так, вяжем 22 ряд. В 22 ряду провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 убавки. 1 убавка. И 2 убавка. Дальше 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 убавки. 1 убавка. И 2 убавка с заходом на следующий ряд. Вот так. Такое закругление у нас здесь получается. Вытаскиваем длинную петельку, убираем маркер. И теперь нам нужно набить тело. Набиваем наше тело. Набиваем тело так, чтобы наполнитель был с одной и с другой стороны от каркаса. Чтобы не было такого, что вы набьете с одной стороны, и наполнитель будет давить на каркас, и этот каркас будет выпирать где-нибудь. Ну, будет заметно полоска проходить.
чтобы этого не было. Набиваем. Набиваем не пузатую деталь. Круглый шарик нам не нужен. Деталь должна быть плоская. Не менять свою форму. Так. Я здесь потом еще донабью. Пока так. Набили, размяли. Посмотрели, где есть сильные такие большие пустоты. Туда добавили наполнители. Ну вот, видите, такая лепешечка, приплюснутая деталька. Так, теперь давайте закрепим нить. Все вроде бы ровно, ничего перевязывать, распускать я не буду. Поэтому закрепляем ниточку, соединительный столбик провязываем, воздушную петельку и обрезаем нить. Оставляем достаточно длинный конец для того, чтобы нам зашить отверстие. Тут сильно сразу не набиваем, потом поднабьем, потому что будет неудобно сшивать. Так, берем иголочку. И сшиваем отверстие. Я сшиваю за передние полупетли. Вот так. Так намного получается аккуратнее. Вы же можете сшить, как вам больше удобнее это делать. Сшиваю за передние полупетли, у меня получается как бы так шовчик такой, но не особо заметный этот шовчик. За переднюю и здесь за переднюю, и с этой стороны за переднюю. Затягиваем. Так, я достаточно уже сшила. Осталось небольшое такое отверстие, через которое я немножко добавлю наполнителя в тельце. Добавлять буду с помощью ножниц. Здесь добавлю и здесь добавлю. Распределяем хорошо, равномерно. И зашиваем до конца отверстия. Все, я зашила, вывела на спинку, где я говорила в начале, да, видео, где у нас будет магнит.
И здесь закрепляю узелочек. Отрезаю, оставляю даже маленький хвостик. Пусть он будет. Все эти хвостики потом мы покроем клеем и приклеим магнит. Все будет хорошо держаться и точно не распустится. Ну все, поздравляю. Тело готово. Дальше мы будем вязать глаза.